Друзья, всем привет! В прошлом видео, а это было позавчера, мы с вами распаковали и сделали такой небольшой обзорчик вот этих вот двух красоток, мимо которых, делая обзор в магазине, я просто не смог пройти. И больше всего мне стало жалко вот этот вот биглипчик обалденный, у которой, внешне, друзья, я не вижу, отсутствуют корни, и мне так стало жалко, что я купил. Несмотря на то, что у меня нету места на полках для орхидей, я не смог пройти мимо вот этих двух красоток обалденных, просто роскошных. Мне в комментариях писали про название этих орхидей. Вот сегодня я расскажу вам, как называются эти орхидеи. Не только расскажу, мы с вами проделаем определенные процедуры с этими красотками. Одну попоем от антибактериальных и антигрибковых болячек, сделаем такую профилактику отпаивания, а вторую вот эту вот красотку мы с вами распотрошим, и уже по результату потрошения и того, что там увидим в корнях, ну, есть ли корни, либо нету, уже будем проводить следующие процедуры. Итак, друзья, сперва по названиям пробежимся. Давайте вот с этой орхидеечки, потому что потом я переключу камеру и уже не будет так видно ее. Значит, смотрите, в комментариях написали мне, что... Ну, я не озвучил, как называется эта орхидея, но вот эта орхидея, значит, было два варианта. Первый вариант, мне написали, что это биглип называется Wine Velvet, ну, бархатное вино или винный бархат, вот так переводится, да. Ну, я так подразумеваю, что все-таки правильно будет бархатное вино называться это, ну, если это название было бы. Но, друзья, орхидея биглип винный бархат у меня есть. Она больше похожа на орхидею, на аббу. Похоже, да, что-то из абба подобных. Это, друзья, орхидея не винный бархат. Это, друзья, Purple Fairy, пурпурная фея. Это биглип Purple Fairy, пурпурная фея. Вот такая вот она красотка, просто роскошная, обалденная. Посмотрите, какая красота. Биглипчик просто сказочный. Он такой прям вот такой прям сочный. К сожалению, написало много зрителей, что этот биглип попадается им тоже в продаже, и он точно так же все плохо с корнями. В общем, друзья, будем возвращать сегодня к жизни эту орхидею и заниматься потрошением и смотреть, что там. Ну, а теперь про название вот этой орхидеи. Значит, написали мне в комментариях, что эта орхидея называется либо Ксения, да, либо Малевина. Но на самом деле, друзья, я вам расскажу, что у этой орхидеи еще нету официального названия. Это тестовый сорт, который пока продается без названия. А вот то название, что вы написали Малевина, оно, конечно, безусловно подходит. И мы даже дальше будем называть эту орхидею Мальвиной. Прям, да, так и назовем. Оставим ее, потому что закрепившееся имя в народе, вот, а мы с вами народ, да, очень, кстати, подходит к этой красотке. Она просто, ну, она сказочная. Вот тут один цветочек у нас уже такой грустный. Вот. В общем, друзья, как появилось это имя? В общем, чуть больше года назад, когда только-только в продаже, ну, 2 года, наверное, появилось первые вот эти вот орхидеи в продаже, вот такие вот сказочные. Одна из авторов канала на ютубе, Архаман, она просто для себя назвала эту орхидею Мальвина. Ну и, собственно говоря, это имя и понеслось-поехало. Чуть позже еще авторы каналов на ютубе, значит, снимали эту орхидею в обзорах у себя где-то год назад, чуть меньше, и спрашивали у зрителей, как называется эта орхидея. А зрители, посмотрев предыдущее, значит, видео той женщины, которая купила и сама для себя назвала эту орхидею Мальвиной, стали писать в комментариях: это Мальвина, это Мальвина. И, собственно говоря, и отсюда все пошло и поехало. Значит, люди, которым писали, точнее, архаманы в ютубе, которым писали, как эта орхидея называется, они прям сразу утверждали, что так. Вот. И, соответственно,
авторы каналов уже называли эту орхидею Мальвиной, писали в заголовках распаковка прекрасной и обзор орхидеи Мальвина, и пошло-поехало. Теперь, наверное, подавляющее большинство уверены, что именно так эта орхидея называется. На самом деле, друзья, это не настоящее название, это народное название. Это именно народное название, но, тем не менее, оно очень и очень хорошо подходит этой красотке. Она действительно такая с кучерявыми такими вот окрасами, напоминает нам Мальвину. Так что пусть и остается этой Мальвиной. Но, друзья, значит, смотрите, что у меня здесь ползает. Смотрите на дно. Значит, это у нас насекомое выползло. Хотя, друзья, вчера я эту орхидею и эту орхидею обрабатывал Аберон Рапидом. Аберон Рапид, друзья, вот этим средством. Это средство от насекомых сокососущих. Вот это вот насекомое, которое вы видите, и очень часто я вижу, значит, в группах и везде, когда видят вот эту вот с раздваивающимся хвостиком, я не знаю, увидите, не увидите, но вот так вот я подложу, но вы будете видеть, да, у которой хвостик сзади такой, вот. Ее еще называют уховертка. Это безобидная для орхидей насекомое. Она не питается соком орхидеи и никакого вреда орхидеям не наносит, друзья. Это насекомое, оно и понятно, оно вылезло из горшка, потому что я вчера, друзья, эти орхидеи обрабатывал именно вот этим средством, Аберон Рапидом, делал профилактику, опрыскивал. Это, значит, средство, которое защищает от всех сокососущих, и от трипсов, и от клещей, ну, в первую очередь от клещей, но оно хорошо и от трипсов в том числе. В общем, друзья, вот такая у нас была первая обработка этих орхидей. А сегодня мы будем с вами, значит, обрабатывать, точнее не обрабатывать, будем вот этим вот раствором первую орхидею отпаивать, а вторую орхидею профилактически замачивать, купать. Ну, ту, у которой у нас есть подозрение, что здесь отсутствуют корни у этой орхидеи. Ну что, друзья, поехали. Так, друзья, ну, прежде чем перейдем к потрошению нашей вот этой вот орхидеечки, пурпурной феи, вот хочу вам ее показать, вот так вот покрупнее. Смотрите, какая красотка, какой роскошный биглипчик. Вот прежде чем перейти к потрошению этой орхидеи, мы с вами сейчас профилактически польем нашу с вами Мальвину. Еще раз вам ее вот так покажу. Вот она, крупным планом ее из горшка вываливаются кусочки коры. Посмотрите, какая губа у нее, в такой вот прям какой-то рябь. Какая-то рябь такая нежная, мелкая рябь у этой орхидеи. Очень она красивая. Мальвина, действительно Мальвина. Еще раз скажу, что первая профилактику, что мы с ней сделали, это обработали от насекомых вредителей. Это от сокососущих насекомых, это не от хищников, которыми является та уховертка, которую я показывал, и которыми является панцирный клещ. Панцирный клещ, он по большому счету большая часть разновидностей, такие бисеринки такие черные, коричневые, блестящие, они, большая часть видов панцирных клещей это хищники. Есть среди них, встречаются сокососущие, но большая часть хищники. Можно еще вместо Аберона обработать, друзья, Актарой, но это тоже такого, знаете, системного действия, но Актарой нужно, друзья, потом еще 3 раза обработать. Один раз нельзя обрабатывать Актарой. Это можно Аберон Рапидом. Он сразу действует, то есть он проникает в поверхность листьев, вот на поверхность. Он контактно такого действия на поверхность проникает, впитывается и под пленкой на растении защищает, находится.
а Актара, она впитывается в сок. Но Актара, минус ее в том, что она вызывает привыкание. Если один раз и маленькой дозой обработать, а если вдруг на орхидее находятся насекомые действительно серьезные, там трипсы, то не добив их одной дозой, одной обработкой, у насекомых может выработаться устойчивость к этому средству. И когда они размножатся, начнут поедать орхидею, следующие обработки, уже такие от насекомых, могут не подействовать. Поэтому одной профилактической обработкой нельзя пользоваться. Нужно как минимум 3-4 раза обработать орхидею с увеличением дозы Актары. Ну, у нас есть на канале плейлист, который называется «Вредители орхидей», и там все есть видео, как и фитоверм для хлячей, и Актару для трипсов, и как Аберон Рапид, как другие средства применять на орхидеях, в каких пропорциях и с какой периодичностью. В общем, эту тему мы прошли. Еще вчера обработали Абероном. Сегодня будем обрабатывать раствором куркумы и корицы. Я заранее приготовил его. Вставлю сейчас вставочку. Заранее, друзья, готовлю раствор куркумы и корицы. У меня вот такой вот чайник. Не надо ничего заморачиваться. Сразу на 80 градусов ставлю. Сейчас он дойдет до 80 градусов. И приготовлю необходимой температуры раствор куркумы и корицы. Так, ну все. Не дошел, видите, даже до кипения. Только-только бульбушки начали появляться, и чайник отключился. Все, 80 градусов. Теперь я беру воду эту. И мне понадобится 2 литра воды. Это общий объем воды, который я буду использовать. И вот на 1 литр воды мне нужно треть куркумы и треть цейлонской корицы. В одном из видео я уже показывал. Вот это мне на раз литр. И вот так вот на 2. И то же самое цейлонская корица. Так, возьму другую чайную ложку, чтобы чистая была. Вот так вот. Треть корицы на 1 литр и треть на 2 литр. Все. И теперь все это дело, друзья, заливаю водой. Эта вода у меня из обратного осмоса, очищенная через фильтр и вот доведенная до 80 градусов. Вот буквально немножко. Вот так вот. Грамм 200, 100. Буквально вот, чтобы раскрылась. Ой, аромат сразу пошел. Чтобы молотая корица и куркума раскрылись в этой горячей воде. Несколько минут можно подержать это все дело. Поставить, чтобы оно немножко отстоялось. То есть вот это все мелкая субстанция, вот эти мелкие частички опустились на дно. Можно будет потом вот это содержимое, оно остынет, и вылить, разлить, размешать вот в этой воде. Ну, предварительно, если я уже рассказывал, если мы поливаем в грунт орхидею, замачиваем корни в грунте, мы процеживаем вот эту вот этот раствор. Если мы просто купаем орхидеи при потрошении, когда достаем орхидею из горшка и целиком купаем орхидею, то можно не фильтровать, а прямо вот в таком растворе вылить его в воду и в такой воде искупать орхидею, и ничего страшного не будет. Ну вот для замачивания нужно обязательно профильтровать
отфильтровать, чтобы в грунте не скапливались вот эти вот частички. Это органика все-таки, и не привлекало потом каких-либо насекомых, которые питаются разлагающейся органикой, которые будут являться частички корицы, частички куркумы в том числе, которые очень хорошо влияют на подавление грибково-бактериальных колоний с теми свойствами, теми веществами, которые находятся в этих растениях. Так, прошло минут 10, и у нас настоялось это все. Теперь я это дело через мелкое-мелкое сито процеживаю. Вот видите, сколько остается вот этой вот ненужной субстанции. Вот. Даже сито забивается. Вот так вот. Нам нужна только вода, которая напиталась теми ферментами, теми веществами, которые находятся в самой корице и в куркуме. Вот так вот все это дело мы процеживаем. Можно через марлю в несколько слоев. Но у меня марли нет, у меня вот только вот такая вот, друзья, мелкая, прям очень мелкая сито. Все, видите, смотрите, какая каша. Вот эту кашу нам не надо. Все. Вот у нас 2/3 чайных ложки. Готовый раствор. Мы добавляем воду в него. Ту, которую будем использовать для замачивания корней и для купания орхидеи. Вот так вот. Температура комнатная. Все. И вот он у меня уже настоялся. Готовый раствор. Я сейчас часть налью в распылитель, потому что мне нужно не только попоить корешки орхидеи, но и частично немножко обрызгать нашу орхидею. Много не буду, вот так будет достаточно. Значит, сперва налью сюда внутрь и полью корни. Мы ее нальем здесь воды так, чтобы было, ну, скажем, вот низ корней у нас. Это и полив в том числе, и такая профилактическая обработка. Так, здесь то, что у нас осталось, это у нас пойдет сейчас на нашу фею, пурпурную фею. А этим раствором мы обрызгаем нашу мальвину. Нашу мальвиночку обрызгаем. Здесь мы будем, друзья, брызгать прям, я так скажу, что прям не жалея полностью все: листья, корни, поверхность грунта, прям все вот так вот. Это у нас от грибково-бактериальных заболеваний такая вот профилактическая обработка. Я убираю бирку, теперь могу убрать все, чтобы прям вот везде у нас все это дело затекло. Все, вот так вот пробрызгали и корни, и основания, прям без боязни. Пускай стоит вот так вот, пока мы будем потрошить и пересаживать фею. Эта орхидеечка у нас постоит вот здесь вот аккуратненько в уголочке на столе и профилактически обработается. Ну а мы с вами приступим к потрошению цветущей пурпурной феи. Посмотрите, какой биглип, обалденный. Обалденный, мне прям очень-очень нравится. Какой роскошный. Такой прям вот, аж дух захватывает. И было бы здорово, если бы какая-то часть корней у этой орхидеи была бы живой. Вот. Но пока со стороны видим, что тут пока что все грустно. Ну что, давайте доставать, смотреть, что там у нас с этой орхидеей.
Вот так вот. Здесь у нас вроде ничего не мешает, хотя здесь вот сухой гнилой корень. Его срезаем и достаем орхидею из грунта. Так, смотрим, что у нас здесь. Сразу, знаете, аромат вот этого вот грунта такой, как будто вот я в лесу залез под дерево, и такой, знаете, аромат прелых листьев. То есть грунт такой прелый. Вот. И, как вы видите, корней у нас здесь что-то прям совсем, ну, практически и нету. Снимаю я горшочек торфяной, кокосово-торфяной, с какими-то добавлением, с такими вот с перлитом, что ли. Ну да, с добавлением перлита. Интересно, первый раз мне такой горшок попадается, прессованный, кокосово-торфяной, и внутри, видите, белые вкрапления. Это перлит. Так, перлит для влагоемкости. Так, ну что, палочка у нас сейчас мешает или не мешает? Ну, давайте мы ее отстегнем, палочку эту, вот, которая поддерживает цветонос. Пока что вот так вот я ее, а то мы за что-нибудь заденем. Так, ну вот, вот такая вот у нас здесь картина. Слушайте, а цветонос прям тяжелый, прям такой, прям, знаете, жалко даже его обрезать. Он такой прям... Смотрите, какая она, это кучерявая орхидея. Так, ну давайте срежем то, что здесь нам не нужно. Вот так я вам увеличу. Так, тут у нас, да, вот чернота. И нам придется, да, действительно орхидеечку обработать. Гнилые корни. Но вы знаете, на самом деле, вот так я смотрю на корни, они вроде бы как бы и внешне не подают признаки жизни, но на ощупь они довольно-таки такие, знаете, тверденькие. Таких, знаете, прям совсем болезненных, совсем корней здесь особо я не вижу. Их просто мало у орхидеи. Мне написали, что это такой сорт, что люди, которые покупали эту орхидею, обнаружили отсутствующие пустые горшки, в общем, отсутствие корней. Так, вот этот вот пустой корень, вот он. Он пустой. Так, и вот этот пустой. Сейчас мы их уберем. Вы знаете, мне эта орхидея напоминает... Ой, а вот тут был живой, да? Ну он в начале был живой вот здесь, а внутри он уже пустой. Мне напоминает орхидею... Помните, у нас была Катрина, по-моему, орхидея, тоже таких же цветов. Тоже таких, знаете, как крупная кренбери чача была орхидея у нас, которую мы тоже разыграли еще в прошлом году. И вот точно так же купил ее в магазине. Вот она такая пышно цветущая. А когда мы ее распотрошили, там отсутствуют корни. И мы ее поставили на наращивание корней. Дождались, когда она отцветет, порадует нас. Она закончила свое цветение. Ну и потом мы стали и нарастили корни. В общем, в итоге все закончилось для нее хорошо. Она обрела свой новый домик еще в прошлом году. Так, вот здесь у нас все. О, вот нашли, смотрите. Это порченные корни. Вот. Надо щупать все, друзья. Когда пересаживаем орхидею, нужно обязательно перещупать все корни, которые есть. Потому что раз вот посмотрел, вроде бы ничего, да? А оказывается, они пустые, смотрите. Он пустой, он вообще, он прям все. О, смотрите, оп, оп, ничего нету. Так, и вот все корешки вот так пробежаться от начала до конца. Это у нас воздушные, но они такие, знаете, воздушные, оставляют желать лучшего. Ну, мы оставим их пока, вот если они сами не отпадут. Так, ну вот все вроде бы, да? Вот еще кончик у нас тоже. Все, что у нас внутри были, они практически все у нас погибшие. В общем, друзья, эту орхидею мы, по всей вероятности, ну, сажать, наверное, нам ее не стоит. Вот. Мы ее, наверное, оставим с открытыми корнями. Вот как она есть. Мы сейчас ее искупаем. Вот. О, здесь вот, смотрите, тоже. С такими корнями сажать орхидею, это
ну, как сказать, подвергать большой опасности. Поэтому не будем ее сажать. Я так надеялся. Вот видите, ну что это? Мы ее поставим на наращивание корневой системы. В общем, повторим судьбу той орхидеи, о которой я сейчас рассказал. Вот, мы после купания, которому сейчас ее подвергнем, вот в этом вот растворе куркумы и корицы, сейчас я размешаю еще, вот, мы ее опустим вот так вот целиком прям, вот, все, вот, поставим ее сейчас, оставлю я ее, ну, на сколько, наверное, давайте так, минут на 10-15 я ее оставлю, вот, в этом растворе, чтобы она напиталась, чтобы все листья у нас пропитались, корни воздушные напитались, чтобы подействовали те ферменты, которые находятся в этом растворе, на ту черноту, на те участки гнили, которые на основании, чтобы орхидея чуть впитала это все. И после этого я эту орхидею поставлю в стеклянное кашпо, точнее не в стеклянное, а в прозрачное кашпо. Вот такое вот. Вот в такое кашпо. И оно в этом кашпо будет стоять до того момента, пока не начнут расти, проклевываться корешки. Ну, а чтобы проклевываться начали корешки, мы с вами будем проводить с этой орхидеей определенные процедуры. Пока срезать я цветонос не буду, потому что просто хочу полюбоваться. Срезать мы его всегда успеем. Орхидея красивая. Вот. Цветет красиво. Это фея. Сейчас я ее вам поближе покажу. Вот она. Вот такая вот. Ох, какая красота. Смотрите. Вот. Просто прелесть. Да? Обалденный биглип. Все, друзья. Стоит она, напитывается. Так. Вот так вот ее. Да? А мы с вами посмотрим нашу... Как тут у нас? Значит, вот такие опрыскивания лучше всего проводить днем, ну, в общем, до первой половины дня, чтобы к вечеру, к тому моменту, пока сядет солнце, за окном не стемнеет, либо пока не отключится у вас подсветка дневная, либо какая там у вас дополнительная, да, чтобы вот это все в пазухах у нас успело просохнуть. У меня вот дома в моих условиях, ну, в течение там получаса, часа все высыхает. Если не успевает это просыхать, вот эти пазухи, друзья, обязательно нужно промокнуть салфеткой, туалетной бумагой, неважно чем, чтобы орхидея в ночь, в темное время суток ушла с сухими пазухами, чтобы скопившиеся частички органики там от влаги не начали гнить. То есть это такой тоже, знаете, немаловажный момент. Даже вот несмотря на то, что мы все-таки обрабатываем эту орхидею от той же самой гнили, да, вот, но вот тем не менее тут должно быть все вкупе. Все, друзья, вот такое на сегодня видео с нашими орхидеюшками. Так, еще раз покажу вам Мальвину. Вот, сейчас я подпишу ее. Вот, и бирки поставлю, вставлю в горшки с этими орхидеями. Вот такая вот красотка. Но она обалденная. Посмотрите, какая губа у нее. Такая, как, знаете, издалека, как будто мраморная какая-то такая. Мрамор. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!